Всем привет! Меня зовут Ксюша. В этом видео я вам покажу, как можно сделать полосатую декоративную штукатурку с градиентным переходом. Я уже укрыла все, что можно испачкать, пленкой и малярным скотчем. Далее на подготовленной поверхности будем делать градиент, используя акриловую краску. Я уже заколеровала ее в 3 нужных цвета: темно-серый, средне-серый и белый. Наносить я ее буду с помощью велюрового валика. Берем самый темный цвет и наливаем в ванночку. Теперь берем валик и набираем материал. Делим высоту поверхности зрительно примерно на 5 частей. Закрашиваем 1/5 часть снизу самым темным цветом. Наносим ровную полосу. На нижнюю часть образца нанесли темно-серый цвет. Теперь берем средний серый и добавляем в ту же самую ванночку половинку от него. Хорошенько перемешиваем. И двигаемся дальше. Вторую полосу нанесли. Теперь этим же валиком сглаживаем между ними переход. Двигаемся с легким нажимом на валик. Нам не нужно перекрыть полностью предыдущий слой, а только слегка его подпачкать. Теперь разворачиваем валик и делаем вот такие движения. Сделали переход между двумя цветами. Теперь делаем следующую полосу. Она будет только из серого оттенка. Нанесли новый цвет. Теперь сглаживаем между предыдущим переход. Сделали переход. Теперь предпоследний цвет. Для этого берем белую краску и добавляем половину в предыдущий цвет. Хорошенько перемешиваем. Прокрасили полосу, теперь сглаживаем переход. Доделали переход. Теперь берем последний цвет, белый, и доливаем все оставшееся количество. Нанесли последнюю полосу, теперь делаем переход.
Закончили с градиентом. Теперь нужно будет подождать полного высыхания краски. Это займет часа полтора-два. Краска наша высохла. Теперь мы будем делать на ней горизонтальные полоски, используя лазерный нивелир и малярный скотч. Малярный скотч наклеен. Далее будем делать полосы, используя декоративную штукатурку мультифет базы перля. Я ее уже заколеровала в 3 нужных оттенка. Наносить ее я буду с помощью пластиковой терки и кисточки. Берем самый темный цвет и начинаем. Можно делать по одной, можно сразу 2 линии. Теперь легким нажатием на терку формируем рисунок. Двигаюсь в одну сторону и слегка подотрываю. Вытираем терку и приступаем к следующему цвету. Берем средний оттенок, кисточку и наносим еще на 3 полосы. Оставшуюся полосу я в дальнейшем заполню переходящим цветом, смешанным из самого темного и среднего оттенка. Теперь берем терку и начинаем декорировать дальше. На среднем цвете создаваемый рисунок более четко виден, и направление его хорошо прослеживается. Теперь смешиваем 2 оттенка, темный и средний. Смешиваем примерно 1 к 1. Хорошенько перемешав, продолжаем наносить. Заполняем средним цветом. Заполнили и теперь декорируем теркой. Гладим ей по поверхности, как будто утюжком. Теперь берем самый светлый цвет и наносим его на верхние полосы. Заполняем полосы очень аккуратно, стараясь не заходить на соседний цвет.
Штукатурка нанесена, самое время снять малярный скотч. Готово. Ждем высыхания штукатурки. После подглинцуем ее верхушки шпателем. Штукатурка наша высохла. Теперь можно взять шпатель и подглинцевать поверхность. Я подглинцевала всю поверхность декоративной штукатурки. Сейчас сниму скотч с краев образца и постараюсь вам поближе показать весь глянец получившегося рисунка. Декоративная штукатурка с элементами геометрии мне очень нравится. Это один из моих любимых вариантов нанесения. Горизонтальные линии визуально расширяют пространство, поэтому хорошо подходят для небольших помещений. Плюс градиентный переход визуально сделает потолок выше. Такая техника нанесения выполняется без особого труда. С материалами легко работать, и каждый сможет украсить свой интерьер подобным способом. Вы можете заклировать краску и декоративную штукатурку в свои любимые цвета и создать необходимую геометрию линий, используя малярную ленту разной ширины. Вариативность просто огромна. Мне нравится плавный переход оттенков серой основы, которая светлее с каждой новой полосой, идущей кверху образца. Чередование матовых линий краски с полосками мультифета выглядит гармонично за счет общего градиентного перехода. Верхушки фактуры декоративной штукатурки глянцевые и красиво переливаются на свету. Это придает общей картине объем и рельеф, хотя слой нанесения материала минимальный. В серых оттенках такой декор смотрится сдержанно и уравновешенно, но при этом он не останется незамеченным гостями вашего дома и многие годы будет радовать вас и удивлять новых гостей. Ставьте лайки и оставляйте комментарии. Это лучший способ поддержать меня. Всем удачи и здоровья!